Война. День 118. Ситуация на фронтах. Альянс Свободы. Австралия начала передачу гусеничных бронетранспортеров М113. Первые 4 из запланированных 14 доставили на прошлой неделе. Это часть из запланированной военной помощи в размере $285 миллионов. Ранее Австралия передала ЗСУ гаубицы М777 155 мм и броневики Башмастер. Австралийская версия М113 – это модернизация 2007 года с усиленной керамическими плитами бронезащиты, что позволяет обеспечить защиту от калибра до 14,5 мм. Кроме того, у бронетранспортера есть башня с модернизированным 12,7 мм пулеметом Браунинг, защита от мин, двигатель на 355 лошадиных сил и увеличенная длина на 660 мм. Восток. Бои в районе Рубежного продолжаются. Российские войска ведут наступление, чтобы восстановить полный контроль над городом и ближайшим лесным массивом. Харьков подвергается ракетным обстрелам. Подразделение российской разведки атаковало украинские позиции в Ртыщевке, подтвердив, что украинские войска контролируют населенный пункт. Россияне закончили сооружение переправы через реку Оскол в районе Купянска, тем самым улучшив линию снабжения в район Изюма. Украинские позиции в Долине и Богородичном держатся, несмотря на многочисленные штурмы россиян и почти непрерывный обстрел. Украинские силы предприняли успешную контратаку 2 дня назад, чтобы освободить все Богородичное. И теперь российские войска пытаются снова войти в город, завязываются ожесточенные бои на северо-западе вдоль дороги и леса. Последняя атака россиян на южной стороне Богородичного была отбита с особенно большими потерями для российской армии. Несмотря на потерю Метелкина, украинские рубежи в Северодонецке, Вороново и Боровском по состоянию на вчерашний день держались. Территория завода «Азот» подвергается сильным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам. Боевые действия переместились уже непосредственно в промзону. Несмотря на многие манипуляции с попыткой сравнить Северодонецк с Мариуполем, ситуация в Северодонецке кардинально другая. Если между Мариуполем и основными силами было двойное кольцо окружения и расстояние 50 километров, то в Северодонецке окружения нет. Есть проблемы с поставками ввиду разрушения мостов, но у города также есть серьезная помощь в виде Лисичанска, с которого может оказываться поддержка артиллерии, да и в случае необходимости туда смогут отступить войска через не очень широкую реку. Правда, сделать это придется без техники. Украинские защитники отбили атаку россиян на Сыротино. Опасная ситуация сложилась южнее Лисичанска. Российские войска захватили Ташковку и продвинулись к дороге, соединяющей Золотое и Лисичанск. Украинские войска, дислоцированные в Золотом, находятся под угрозой окружения, и украинское командование, скорее всего, сейчас рассматривает возможность вывода своих войск из этого района. Россияне утверждают, что участок трассы Р-66 от Золотого до Лисичанска находится под огневым контролем, и что они наступают на Новоивановку. Украинские силы контратакуют из Устиновки, севернее Ташковки, но их проблема в том, что сепаратисты атакуют и это место с востока. С сегодняшнего утра россияне как сумасшедшие напирали на Берестово с целью таки перерезать трассу Т-1302 Бахмут-Лисичанск. Бои там продолжаются. Дальше сильные обстрелы по всей линии фронта, особенно в Авдеевке. В свою очередь, за последнюю неделю сильно усилились обстрелы Донецка, некоторые из которых выглядят весьма подозрительными и по некоторым сообщениям являются провокацией, дабы повлиять на поставки западного оружия. На южном фланге сообщается, что украинские силы начали наступление в Запорожской области, вероятно, в направлении Токмака. Нам придется подождать несколько дней, чтобы действительно получить подтверждение. Тот же мэр Мелитополя заявил о продвижении украинских сил на 10 километров, но он любит делать подобные заявления. Юг. Продолжаются бои по всей линии фронта. О новых продвижениях украинских сил пока неизвестно. По одним данным, ЗСУ удалось преодолеть первую линию российской обороны. Вчера в Черном море были поражены газовые платформы, которые Россия захватила у Украины еще в 2014 году. Помимо добычи газа, они использовались как точки противовоздушной обороны с радарами и пусковыми на них.
На снимке НАСА идентифицировали одну горящую платформу, которая расположена к северу от платформы Крым-1 и самопередвижной буровой платформы Таврида. Не забывайте, пожалуйста, про лайки, адекватные комментарии, подписку, колокольчик, так вы действительно помогаете этим несложным действиям продвигать видео. Видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера, карт Натана Рассера, карт WorldMap.